Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения произошли в СОТ СФТС, а также глобально какая диспозиция и какие движения в ближайшее время возникнут в связи с новым обозначенным страшным словом инфляция. Так, давайте начнем с календарика. Во-первых, у нас на прошедшей неделе пошел рост активных буровых установок по данным Baker Hughes. Ну, это вполне очевидно связано с тем, что имеются логистические проблемы в Соединенных Штатах, которые были связаны с нефтепроводом. На текущий момент вот это значение, оно с моей точки зрения завышено, и оно не соответствует тому уровню цен на нефть, который устоялся на текущий момент. Поэтому как только вот эта ситуация с нефтепроводом стабилизируется, если она, конечно, стабилизируется, мы увидим здесь коррекционный откат к 320-300 в идеале. Если здесь отката не происходит, это означает, что действительно там, скажем так, силы, которые заинтересованы в дорогой нефти, они предпринимают активные действия для того, чтобы цены на нефть как удержать, так еще и разогнать выше. Так, далее идет алюминий. По алюминию пока никакого существенного изменения нет. Он в диапазоне 3-4 тысячи лонговых позиций. Обращаю внимание, что это все позиции нон-коммерсов, американских спекулянтов по данным на вторник, которые фиксируются, отображаются в пятницу. То есть они идут с некоторым временным лагом, задержкой, но даже несмотря на это, они следующую неделю в большинстве случаев определенным образом и существенно влияют на то, что движение котировок осуществляется в сторону изменения этих самых позиций. Но, опять же, обращаю внимание, не всегда это все происходит однозначно, прямо в том направлении, в котором произошло изменение. Так, ну и текущая ситуация, она чревата тем, что бьют тревогу по поводу того, что растут значительно логистические транспортные издержки. Ну, уже как бы все разумные пределы и Baltic Dry, и другие соответствующие индексы стоимости морского фрахта, как контейнерной перевозки, так навалом, так и жидкостной перевозки, то есть танкеры. Здесь уже просто какой-то трешак, какой-то ад начинает происходить. Так, друзья, ну вот, в общем-то, график Baltic Dry, месячный таймфрейм. Здесь у нас самое интересное начинается где-то с 99-2000 года. Действительно, если мы сейчас посмотрим текущую ситуацию, то эта ситуация получается, она очень напряженной. Она напряженная в связи с тем, что произошел значительный обвал, потом значительный рост, и уже сейчас мы далеко вышли за те значения, которые соответствуют нормальному положению дел. Если рассматривать историческую перспективу, ну, допустим, с 99-2000 года, когда произошли определенные изменения, которые развернули мировую экономику, вообще уклад жизни в ту сторону, в которую мы сейчас уже достигли и продолжаем движение. Вот, соответственно, здесь у нас получается картина заключается в том, что этот индекс должен быть в диапазоне 1500-2000. Уже на текущий момент он достиг 3000, ну немножко откатился, но это не критично. Здесь что примечательно, вот все вот эти вот движения, которые они возникали, резкие движения по этому индексу, они потом приводили к развитию какого-то коллапса, каких-то непредсказуемых ситуаций. Так было и в 2008 году, когда его вообще там почти на 12 тысяч загнали. Так было и в другие периоды времени, которые этому предшествовали. Вот. Ну и сейчас текущая ситуация, она чревата тем, что экономический рост, он убит. Он убит тем, что значительно выросли цены на сырье и тем, что значительно выросли транспортные издержки. Таким образом, в ближайшее время впору ожидать либо коррекционного отката по сырью, либо, соответственно, будет в W-образный следующий сценарий, потому что весь этот рост, который произошел в логистических издержках, в нефти, в меди, он полностью уничтожит к осени, к октябрю месяцу экономический рост. Ну, скажете вы, как жить, как быть, потому что современный мир, он завязан на эмиссии денег, и никуда от этого не деться.
Но у нас есть чудесные инструменты, криптовалюты. Можно надувать на них пузырь просто до посинения. Там нету преград, нет ограничений. И, соответственно, здесь вполне логичный ход назревает. Это надувание пузырей в крипте. Я думаю, в ближайшее время мы увидим значительный рост крипты. Это будет связано с тем, что постепенно народ начинает понимать. И не только народ, не только рядовые обыватели, но и чиновники из ФРС, из американского правительства, что когда печатают деньги, цель печатания денег, ну условно говоря, печатание, то есть это не значит, что берут рулоны и отрывают новые купюры, нет. Это значит предоставляют различные инструменты, различные виды денежной поддержки, чеки, поручительства и так далее. Вот, соответственно, то есть, когда денежка напечатана, она привела к тому, что на эту денежку купили какую-то услугу, выпустили какую-то услугу, купили какой-то товар, выпустили какой-то товар. Ну, разумеется, наоборот, то есть сначала выпустили, потом купили. Вот. А дальше эта денежка, она как гильза, она свою функцию выполнила, ее надо куда-то деть, спрятать, чтобы она на рынке не болталась, потому что если она болтается на рынке, после того, как она простимулировала это действие, она начинает вызывать как раз вот эту самую плохую, смертельно опасную инфляцию. Раньше, в общем-то, здесь были попытки, куда утилизировать денежные средства, которые уже отработали свою активность в части создания экономического роста. Вот здесь надули ипотечный пузырь. То есть здесь как бы деньги, которые шли на рынок для стимуляции экономического роста, ну, то есть, скажем так, монетарно-кредитная политика, установленная таким образом, которая порождала избыток денежных средств, эти денежные средства здесь парковались либо в недвижимость, либо в специально выдуманные различные, извращенные в том числе инструменты, деривативные, которые связаны с недвижимостью. Это привело к надуванию пузыря, и этот пузырь лопнул. Но смотрите, действительно, как рождается пузырь. То есть есть какой-то спрос, то, что людям важно, то, что людям нужно. На этом деле начинается движение средств в том направлении. Если есть избыточные денежные средства, как было накануне кризиса 2008 года, то, соответственно, мы такое движение и получим. Но недвижимость, она нужна для жизни, она нужна как основные фонды для организации производства, если это коммерческая недвижимость, производственно-складская, если это торгово-офисная, то для размещения там клерков, офисных сотрудников и так далее. И поэтому это тот актив, который, если он начинает дорожать в силу притока денежных средств, это ухудшает положение экономики. И в конечном счете создается такая ситуация, любой актив, он покупается, продается, продавцов становится много, покупателей мало, и дальше вот весь этот делеверидж происходит и обрушивает экономику. То есть на самом деле это процесс циклический, ничего здесь страшного нет. Страшное пошло вот на всем этом этапе, потому что в 2008 году, когда начали эти алхимические эксперименты с избыточной денежной массой, кризис просто залили и затопили. Вот, то есть структурных изменений серьезных не произвели, просто сказали, да, надувать пузыри на рынке недвижимости это плохо. И все. А сами принципы, сами механизмы, они не изменились. И поэтому мы пришли вот к этой текущей ситуации. Сейчас, на данный момент, активно пытаются расшевелить экономику, ее перезапустить. Глобально проблема заключается в том, что отсутствуют новые рынки. То есть каждый раз, когда происходит какое-то существенное изменение уклада, должен образоваться, после того, как поняли, что изменилось направление ветра, сменили паруса, должен образоваться новый рынок. Так было во все времена. Двигатели внутреннего сгорания, компьютеры, интернет. И сейчас решили изобрести зеленые технологии. Окей, зеленые технологии, постепенно идет перестроение, но пока не пошли такие огромные и финансовые, и производственные потоки, которые бы экономику перезапустили. И мы оказались в такой ситуации, когда на распутье, когда есть деньги, которые должны стимулировать, но этих денег, их слишком много, они не могут проходить в тот канал, который должен раскочегарить экономику. И поэтому возникает весь этот чудесный эффект
значительный рост инфляционных издержек. Какое решение здесь возможно? Всю эту волшебную денежную массу, которая отработала свою задачу, она как гильза должна куда-то уйти. Ее надо утилизовать. Идеальное средство — это крипта. Пока крипта не нужна для того, чтобы жить. Сейчас к ней активно разогревается интерес. Этот интерес действительно связан с объективными причинами, с тем, что по сути это, в общем-то, новый виток развития человечества. Как бы там к нему ни относились, не пытались задушить, не прогнозировали ее обвал и уход в ноль, но когда-нибудь и биткоин, и эфириум обвалятся и будут стоить ноль. Но сначала, я думаю, они выполнят свою задачу по надуванию мегапузырей. Потому что крипта не нужна для жизни, в отличие от недвижимости, в отличие от нефти. И поэтому там идеально туда можно все это хозяйство, которое напечатано, припарковать. Вот. Но это к вопросу о том, какое здесь движение будет осуществляться. То есть в ближайшее время либо здесь происходит по Baltic Dry коррекционный откат и возврат в 1500-2000, это наиболее, скажем так, комфортная стоимость для того, чтобы не было инфляции и потом гиперинфляции. Либо если все-таки такое движение будет продолжаться, это приведет к галопирующей, а потом, возможно, гиперинфляции. Как это все будет? Это кажется фантастикой, невероятным, но это может вполне случиться. Вот. Соответственно, если здесь пойдет движение вниз, то тогда, я думаю, весьма вероятно, в любом случае, скорее всего, крипту будут надувать. Но если начнется отток из основных активов, которые поднакачали, и при этом экономический рост не будет совсем буксовать, то я думаю, это будет являться критерием того, что очень большие финансовые потоки либо зашли, либо еще будут заходить, либо дальше будут заходить именно в крипту. В какую крипту? Но биткоин пока он, наверное, отыграл свое движение. На подходе эфириум и на подходе всевозможные альты, которые будут искусственно раздувать, как мы видели на примере доккоина, которого Илон Маск накачал там за считанные дни и месяцы. Я ни в коем случае никого не призываю все бросить и начать все загонять в крипту. У каждого своя голова на плечах, и каждый принимает решение сам. Я всего лишь обозначаю пути, которые развития и движения капитала, ресурсов, которые здесь вполне могут нарисоваться. И такое движение, оно наиболее логично, с моей точки зрения, может произойти в самое ближайшее время. Так, ну вот еще есть такая интересная точка зрения, которая на Zero Hedge изложена. Это о том, что мы на пороге нового сырьевого цикла. И, соответственно, в данном случае это объясняется соотношением цен нефтяных товаров к высокотехнологическому индексу NASDAQ. Ну, тут берется определенный индекс commodities, так называемый CRB индекс. И, соответственно, мы на пути того, чтобы начался новый мегамощный сырьевой суперцикл. Если следовать этой логике, то здесь как раз получается движение, которое приведет к еще более мощному баснословному росту нефти, меди, никеля и так далее. Это, кстати, тоже вполне возможный вариант развития событий, что не будет никакого отката ни по сырью, ни по Baltic Dry, и мы увидим дальнейший рост. Дело в том, что история, она никогда не повторяется. Вот вся проблема восприятия человеком реальности, в том числе и финансовых рынков, и фондовых рынков, заключается в том, что никогда история не повторяется. Да, есть определенные моменты схожие, есть определенные фракталы, которые имеют склонность к тому, чтобы возникать заново. Но в целом движение, оно всегда уникально. То есть оно каждый раз воспроизводится с учетом той специфики, которая на дворе. И вот если верить этой картинке, то мы на пороге некоего волшебного нового отскока сырьевого суперцикла, который приведет к баснословному росту цен на сырье, при этом в цене будет расти все, и по сути в реальности это будет означать либо очень сильную инфляцию, либо даже гиперинфляцию. Но имеется в виду по отношению к денежным средствам. Вот. И соответственно все активы, то есть люди будут сметать все активы, потому что деньги будут очень сильно терять в цене. Вот. И возникнет эффект Веймарской республики, когда если вы с утра не купили акции, золото, нефть
недвижимость или еще что-то, то вечером ваши деньги обесценились. Это звучит крайне фантастично, крайне диковинно, но с учетом того, что показывает этот график возникновения нового сырьевого цикла, в то время как для того, чтобы пошел экономический рост, нужно, чтобы сырье было дешевое, оно как раз может привести к такой фантастической инфляции. Если этот сценарий реализуется, крипту тоже могут натянуть за компанию очень сильно наверх. Но, в общем-то, натянут вообще все подряд. Даже там какой-нибудь валежник, который где-нибудь наверняка продается и торгуется. Но суть такого движения будет заключаться в том, что деньги будут стремительно обесцениваться, и люди будут покупать все подряд. И как раз вот именно такое движение, оно станет вполне справедливой расплатой за ту политику финансовую, экономическую, которую проводили, ну, можно сказать, начиная с 1973 года, а если рассматривать ее более плотно и, скажем так, применение менее взвешенно, это началось где-то с нулевых годов. Так, друзья, но вернемся к нашим сотам. Что здесь происходит? Ну, по меди сейчас пытаются немножко откатить цены. Ключевые уровни по меди я озвучил. Можете посмотреть предыдущие выпуски. Соответственно, если они будут пробиты, то это приведет к тому, что медь может существенно скорректироваться. Собственно говоря, для этого время и пришло. Но поскольку пузыри надуваются, никак этот процесс произойти не может. И здесь сейчас все в руках либо Центробанка, в том числе ФРС, который может предпринять очень резкие меры для того, чтобы ситуацию разгрузить, либо какого-то краш-события, которое может внезапно произойти, например, в Китае. Так, друзья, далее нефть. Ну, по нефти боковик остается. Если, кстати, по нефти рассматривать график, начиная там с нулевых 90-х бородатых годов, то мы с вами увидим, что здесь потенциал надувания пузыря по нефти, он действительно не исчерпан. Есть к чему стремиться. Это и 94, и потом 110, и потом переписать исторический хай. Но здесь, поскольку не свечи, а линии, отображается 140, на самом деле там 147,5 был исторический хай. Вот. Так что текущая политика вливания, если она сохранится, она волей-неволей потащит за собой наверх, в том числе и нефть. Но проблема здесь заключается в том, что все-таки событие X, оно может произойти в ближайшие полгода. Это либо какое-то решение ФРС кардинальное по борьбе с растущей инфляцией, либо какое-то краш-событие в том же Китае, которое будет обусловлено, допустим, банкротством какой-то крупной компании, связанное с тем, что значительно выросло сырье, и компания не знает, что делать, как ей, допустим, выплачивать по облигациям или еще как-то обязательства выполнять. Так, друзья, ну вот если рассматривать динамику изменений позиций SOT SFTC, нон-коммерсов, спекулянтов и движение недельного графика, то здесь четко обозначается, что мы вошли в консолидацию, то есть в плато. И в ближайшее время эта ситуация должна разрешиться выходом, либо пробоем наверх и надутием пузыря, первая цель движения будет 94, либо какой-то коррекционный откат, ну, к примеру, куда-то в район 56 мне приходит на ум. Здесь немножко другая котировка, потому что это WTI, не Brent. Если все-таки опираться на позиции, которые показывают SOT, то предстоящая неделя нам несет по нефти боковик новое. И, соответственно, SOT в большей степени указывает к тому, что выход по нефти будет вниз. Но те процессы, которые сейчас происходят и куда катится мир, они все-таки указывают на то, что нефть будут пытаться вести наверх, как и все остальные товары. И здесь, как бы, мне кажется, человеческая природа, она за многие века не изменилась. На протяжении какого-то времени привыкли, что надувание пузырей, оно очень эффективно работает и все равно спасает. И, возможно, как бы здесь будет до последнего это движение продолжаться, пока не наступит некое событие. И поэтому для нефти, судя по этой логике, уготовано дальнейшее надувание и движение вниз. Прошу прощения, вверх, оговорился. Так, друзья, далее то, что касается позиций по золоту. По золоту началось движение вверх. Предыдущие соты указывали на то, что золото находится в боковике. Но на самом деле всегда как бы какому-то росту предшествует какое-то определенное накопление, в том числе и в сотах.
Соответственно, текущие изменения в позициях SOT, SFTC, нонкоммерсов указывает на то, что весьма вероятно по золоту движение продлится наверх на предстоящей неделе. Здесь существенный фактор заключается еще в том, что когда есть избыточная денежная масса, ее будут куда-то парковать. Так или иначе затронет это и золото, тем более золото удержало уровень 1800. Это очень существенно, потому что теперь оно, поскольку показало свою крепкость, на предстоящей неделе весьма вероятно будет либо боковик, либо все-таки попытка сходить на 1864. Так, друзья, далее серебро. Ну, по серебру ситуация такая, что по серебру есть куда стремиться. Металл, с одной стороны, safe haven, с другой стороны, нужен для зеленых технологий. И сейчас, с учетом, тем более, соотношения цены золото-серебро, его, скорее всего, будут тянуть наверх. И причем, наверное, даже более энергично, чем золото. Текущее изменение позиции SOT SFTC указывает, что на предстоящей неделе серебро, возможно, даже загонят на 30. Ну, оно может проболтаться в боковике, но здесь все-таки больше факторов указывает на дальнейший рост. Так, далее палладий. По палладию ситуация подошла к коррекционному откату. Здесь и сама цена, и лонговые позиции спекулянтов указывают на то, что палладий будут немножко спускать с небес. Так, ну и платина. Здесь ситуация аналогична с палладием. Они друг друга повторяют, дублируют, только там есть такой момент, когда палладий начинает стагнировать, нередко начинает платина в эти моменты расти. Так, друзья, далее британский фунт, паунд, но здесь очень серьезная заявка на продолжение роста британского фунта против доллара. То есть вполне вероятно, что мы на предстоящей неделе, возможно, даже увидим попыточку сходить на 1,43. Канадский доллар против американского. Здесь тоже все пузырится и затачивается на рост. Ну и, конечно, евро-доллар. Но здесь на самом деле тоже ставка на рост. Но здесь она такая более осторожная, в отличие от британского фунта и канадского доллара. То есть, да, спекулянты ставят на то, что евро против доллара на предстоящей неделе будет укрепляться. Так, ну и японская иена. По японской иене шорты практически не поменялись. То есть японская иена, она на предстоящей неделе, возможно, вот в этом боковике так и будет находиться. Но здесь обращаю внимание, здесь на графике обратная котировка, то есть не 100 йен, а наоборот, то есть здесь сколько 1 доллар стоит йен. Так, далее, швейцарский франк, про который меня все время спрашивают, я практически никогда не упоминаю. Здесь спекулянты делают ставку на снижение швейцарского франка, хотя до этого он показывал рост. Но на самом деле, вот с моей точки зрения, субъективно, это не та валюта, к которой стоит привязываться. Почему? Она несет в себе очень высокие транзакционные издержки, связанные с обменом туда-сюда и использованием этой валюты. Поэтому я вообще достаточно прохладно отношусь к швейцарскому франку. Ну и не особо к фунту и иене по той же причине. Но швейцарский франк, здесь еще больше возникают издержки при проведении каких-либо денежных операций с ним, и поэтому я его особо даже не рассматриваю. Ну, имеется в виду, конечно, не комиссия на Форексе, а ситуация, когда, возможно, потребуется как-либо его использовать, либо активы в швейцарских франках во что-то другое переводить. Так, друзья, далее индекс доллара. Здесь ставка на то, что он немножко будет расти, но мне кажется, здесь кто-то либо захеджировал риски, либо погорячился. Так, ну и биткоин. Здесь, по сути, шортовая ставка, но я так думаю, здесь просто кто-то спот хеджирует по биткоину, и поэтому она реальной картины в данном случае не отображает. Так, друзья, ну и далее рубль. По рублю здесь движения нету, но на самом деле даже те движения, которые до этого были, там 6, 7, 5 тысяч, это для того, чтобы определиться с направлением, абсолютно не критично. Исходя из того, что сохраняется положение вокруг нуля, можно сделать вывод, что в паре рубль-доллар никто ставку на значительный рост доллара против рубля не делает. Несмотря на тот трэш, который там в опционах происходит на российской бирже. Так, друзья, ну давайте сразу тогда и по позиции на ММВБ, на форте пробежимся. Так, РТС. Здесь сделали ставку на то, что все-таки РТС в понедельник будет откатываться и корректироваться вниз. ВТБ здесь ставка на рост. Но действительно, как-то ВТБ, оно должно реванш-то взять
Потому что те цели, которые еще остались вверху, они далеко не все сделаны. И ближайшая цель 6,7 копеек. Если удерживаемся в районе 5 копеек, то очень быстро может произойти движение на 6,7 копеек. Сбербанк здесь также ставка на рост. Газпром также ставка на рост, поэтому есть определенная раскорреляция с тем, что по РТС. Но РТС он в долларах. Так, Норильский никель. Здесь ставка на то, что Норильский никель будет проседать. На самом деле текущая ситуация в палладии, в никеле и меди, она не такая оптимистичная для Норильского никеля на предстоящую неделю. А Лукойл, здесь ставка на то, что Лукойл в понедельник будет откатываться вниз. Рубль-доллар. Сишечка, ставка на укрепление рубля. Так, евро-рубль. Здесь ставка на укрепление рубля и против евро. Евро-доллар, ну здесь боковик ожидают. Так, ну и нефть. Вот опять же диссонанс получается. По нефти юрики ждут роста, а по сотам боковик. Но на самом деле здесь вот эта ставка, она работает в понедельник, либо первую половину дня. Сот она более долгоиграющая. Ну и здесь ставка на то, что нефть погонит опять наверх, возможно даже на 70. Серебро. Здесь ставка на отскок и на рост серебра. Золото. Здесь тоже ставка на рост золота. И соответственно, возможно, уже с утра мы увидим движение на 1854. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на YouTube, на телеграм-канал. Хороших выходных. До свидания.